Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть на уроке русского языка. И сегодня мы поговорим о словах завершить, закончить, окончить и кончить в русском языке. Эти все слова очень близки по значению. И они имеют этот общий компонент значения довести начатое дело до конца. Но каждое из этих слов используется чуть-чуть по-другому. И на сегодняшнем уроке я объясню вам контексты и нюансы использования каждого из этих слов. Готовы? Поехали! Начнем со слова «завершить». Завершить значит довести начатое дело до конца, сделать что-то полным, целым. Мы очень часто говорим слово «завершить», когда рассказываем о конструкции. Например, они завершили строительство этого бизнес-центра. Мы также часто говорим завершить начатое дело, начатый проект. Причем, когда используем слово завершить, чаще всего подразумевается то, что это дело было достаточно большим и серьезным. По стилистической окраске слово «завершить» более книжное. Оно часто используется в письменной речи, в публицистике, в газетах, журналах, статьях. В разговоре мы тоже можем использовать слово «завершить», но когда подчеркиваем, что это что-то важное, например, они успешно завершили этот проект. Более нейтральным, более разговорным синонимом слова «завершить» является слово «закончить», которое просто-напросто значит довести начатое дело или просто что-то, что мы начали, до конца. Например, они закончили работу в 6 часов. Я закончила читать эту книгу. Когда ты закончишь работать в разговорной речи, мы даже можем не говорить, не называть того, о чем мы говорим, и просто сказать: когда ты закончишь, приходи ко мне. Когда ты закончишь, напиши мне сообщение. Мы даже не указываем, о чем мы говорим. Достаточно сказать: когда ты закончишь, когда я закончу, я позвоню тебе. Еще слово «заканчивать» очень часто используется в конструкциях типа «фильм заканчивается в 7 часов вечера», «проект заканчивается через неделю», «каникулы заканчиваются в России в августе», и в сентябре дети идут в школу. Отпуск у нас заканчивается через 3 дня. Когда мы говорим об окончании чего-то в какой-то момент времени, в какой-то точке, то лучше использовать слово «заканчивать» или «закончить», которое показывает именно конец на временной оси. Мы часто используем это слово, когда говорим о времени, часах, минутах, о месяцах, временах года. Например, его контракт
заканчивается в следующем году, или заканчивается зимой, или заканчивается через 2 недели. Фильм заканчивается в 8 часов, когда мы называем конкретное время. В такой ситуации слово «завершить» не используется часто. Переходим к слову «оканчивать». Оканчивать значит то же самое, что заканчивать, только, как я чувствую это слово, оно имеет чуть более книжный оттенок значения. Можно сказать, мы окончили работу в 6 часов. Как я чувствую это слово, это значит, что мы так подчеркиваем, что мы окончили работу. Они окончили работу над проектом в пятницу. Опять, это значит, что пришел конец, но мы подчеркиваем, что это что-то важное, что пришел конец этому проекту. И еще одно. Слово «оканчивать» используется в контекстах, когда мы говорим о завершении учебы. И в этом контексте мы можем использовать только слово «оканчивать» или «окончить». Например, школу, университет, курс. Я окончила школу в 2000 каком-то году. Не скажу, это секрет. Или они окончили вуз, то есть высшее учебное заведение, с отличием. Вы уже окончили этот курс. Теперь переходим к интересному слову «кончать», а еще лучше «кончить», которое до сих пор еще появляется в учебниках русского языка для иностранцев. И эти учебники показывают, как использовать слово «кончить» в значении «закончить». Но здесь нужно быть очень и очень внимательным. Почему? Потому что в современном русском языке «кончить» имеет преимущественно, в первую очередь, сексуальное значение. То есть кончить значит достичь оргазма. Поэтому его нужно использовать внимательно и осторожно. Даже если в учебниках написаны фразы типа «он кончил работу в 6 часов». Действительно, еще 50 лет назад слово «кончить» использовалось как синоним слова «закончить». Но за последние, я бы сказала, 50-40 лет произошло изменение значения этого слова. И лично для меня на данный момент слово «кончить» имеет именно это сексуальное значение. Поэтому, если я слышу, когда ты кончишь, то на моем лице автоматически появляется улыбка. В литературе, художественных текстах это слово до сих пор может использоваться в значении «закончить». Слово «кончить» выступает в некоторых устойчивых выражениях, в которых оно значит просто-напросто закончить. И я вам приведу несколько таких выражений. Например, он плохо кончил. Что значит, что он плохо завершил какое-то дело или свою жизнь, и это имело какие-то негативные последствия, негативные итоги. Еще мы очень часто используем фразу
все кончено. Что значит, что то, что случилось, закончилось, ушло в прошлое, и этого уже не вернуть. И еще одна фраза, где мы используем слово «кончить» в разговорном языке. И фраза, которую часто мне говорили родители, например. «Кончил дело, гуляй смело». Что значит, когда ты закончишь что-то важное, то можешь расслабиться и отдыхать. Но сначала важно завершить то, над чем ты работал. Друзья, прежде чем завершить наш урок, я прошу вас поделиться этим уроком с теми, кто изучает русский язык, потому что это много дает мне, и надеюсь, что поможет тем, кто изучает русский язык, узнать что-то новое и интересное. А теперь пришло время заканчивать урок, поэтому я с вами прощаюсь, друзья, и до встречи на следующих уроках. Пока!